В этом автомобиле работает все. Часть работает отлично. Всем привет, с вами канал Грузин на Марсе. Сегодня у нас автомобиль бюджетный, до 400 тысяч рублей. Автомобиль на каждый день. Автомобиль из моего детства, наверное. Когда мне было 18 лет, если у тебя не было денег на восьмерку, брали Таврию. Таврия была почти то же самое, что восьмерка, только называлась Таврией. В Запорожье был завод, я не знаю, сейчас он есть или нет, ЗАЗ, который делал шевролеты, по-моему, если мне память не изменяет, шевролет Ланос, он же нехорошим словом называется, но и был его брат-близнец, это ЗАЗ Шанс. Давайте смотреть, что за автомобиль. Этот автомобиль продается, в конце я оставлю ссылочку на телеграм моего товарища, который этот автомобиль продает. Поехали! But I see me chicken, we have a back street, the lock speed. Cause I'm a boo, together we have on the block. Ooh, chicken. Say hola, see, casa. Yeah, ooh, what I see. أنا الغلطان ماشي انتي، أنا اللي عشقتك ما عشقتي، أنا اللي وفيت وغدرتي، أنا الغلطان ماشي انتي، أنا الغلطان ماشي انتي، أنا اللي عشقتك ما عشقتي، أنا اللي وفيت وغدرتي، أنا الغلطان ماشي انتي. Автомобиль 2010 года, простенькой комплектации, мотор 1.5 опелевский, есть гидроусилитель, кондиционер, для того, чтобы вас охлаждать в жаркую погоду. Ну, как бы смешно не было, тем не менее он нужен, всегда нужен кондиционер, потому что бывает 10 дней в году таких невыносимых, что хочется охладиться. Что еще? Два передних стеклоподъемника, обогрев заднего стекла, как ни странно, тоже входит в комплектацию. Два комплекта колес у этого прекрасного автомобиля, лето-зима. Давайте смотреть. Начнем с капота. Есть, конечно, рыжики, но автомобиль 2010 года, куда без них. Так, что самое главное, давайте смотреть двигатель. Двигатель у этого автомобиля 1.5. А что производство, кстати? Окей. Опелевский двигатель 1.5. Та-дам! Где наша штанга? А вот наша штанга. К чести моему товарищу могу сказать, что здесь все, в принципе, чистенько. Маленький аккумулятор. Надежный двигатель, который, я думаю, будет долго-долго служить вам. Экотековский мотор, 1,5 литра. Интересная табличка. Что на ней? Ничего интересного. Шучу. Автомобиль производства Украины, Запорожья. Ну вот, собственно говоря, инжектор, двигатель. Ничего, как бы, вот, ну что вам рассказать. Воздухан и вся остальная приблуда. Место для того, чтобы ковыряться самому, вагон и маленькая телега. Единственный минус, который мне не нравится, это то, что писюнчики установлены на капот. И они, короче, замерзают. Ну, пойдемте посмотрим, что там впереди. Оба! Спартанский салон. Ну, автомобиль, на самом деле, из прошлого века. Но, тем не менее, за почти 400 тысяч рублей у вас будет и сигнал, ближний, дальний, аналоговая цифровая приборная панель, так сказать. Кондиционеро, музончик, печка, все как надо. Место для мелочей, сейчас в современных автомобилях его нет. Подстаканники достаточно интересные. Ну, в принципе, все. Подлокотник есть. Он просто есть, небольшой, но есть. Что еще? Ну, механика, понятно. Задняя включается как в девятке. На себя и назад. Часы, противотуманка, больше ничего такого вот особенного в нем нет.
Это уже все перешито, переделано. Серый такой потолок. Конечно, автомобиль не в идеальном состоянии, но, тем не менее, автомобиль достоин уважения. В наше время за почти 400 тысяч рублей трудно купить иномарку, которая, в принципе, не бросается в глаза, спокойно ездит, свои дела делает. У вас будут электронные регулировки зеркал. Зато один раз настроил и забыл. Вот, собственно говоря, вся передняя часть автомобиля. Пойдемте назад. А что у нас с местом сзади? Ну, сзади я настроил под себя 1,95 м. 1,85 м, 130 килограмм. Ну, достаточно места, в принципе, есть. Изофикса нет. Ну, детское кресло можно прикрутить с помощью ремня. Сиденье можно сложить, так как это хэтчбэк. Тут есть такая кнопочка, чик. Сейчас я вам продемонстрирую. Оп. И сиденья складываются. И можно перевести что-то крупногабаритное. Кстати, пока заправлял автомобиль открывается, заправка открывается только с салона, а вот багажник только с ключа или же с кнопки. Так как это хэтчбэк, ну, места достаточно, наверное, для хэтчбэка. Если все сложить, получается почти ровный пол с огромной. Даже, ну, товарищ мой холодильник перевозил здесь, так что подумайте, задумайтесь об этом. Что у нас тут? А тут у нас нифига, никаких ручек. Ну, эконом-класс. Что сказать? Кстати, на ходу этот автомобиль не вызывает отторжения. Вполне динамичный. Ездит отлично. Значит, смотрите, что есть еще. Портроник установлен, корректор фар есть. Свет. Кондиционер я уже сказал. Музычка хорошая. Обогрев зеркал. Приятная здесь. Посмотрим, какой он в движении. Моя любимая механика. Лет 10 на ней не ездил. Шучу, ездил совсем недавно на Ниве. Ну, слушайте, вполне такой динамичный автомобиль за свои деньги. Очень длинная третья передача. Едешь с кайф. Даже можно кому-то погнать. Отличные тормоза. Передатчик включается очень мягко. Приехали на заправку. Сейчас заправим 95-м наш ЗАЗик и поедем на нем кататься. Я вам немного расскажу про этот автомобиль. Про историю ЗАЗа, наверное, нет смысла рассказывать, потому что, ну, тут от ЗАЗа одно название. Конечно, это Chevrolet. Ну, будем смотреть, пойдем заправлять. Тачку там мы заправим сейчас. Ее уже заправляют. И нам нужно заправиться самим. Чашечка кофе. Едем в соседнее село на дискотеку. Что ты делаешь? Это дубль вытрем. Как видите, ни стуков, ни шумов, ничего. Автомобиль. Подвеска в идеале. Все человек перебрал. 5 раз менял запчасти в магазинах, потому что то это не подходило, то это не подходило. Давайте посмотрим, как она переедет лежачей, насколько мягко. Димц. Сегодня я вам показал автомобиль, который стоит до 400 тысяч рублей. Автомобиль, как ни странно, того же хозяина, который и купил Волгу. Вот с этой маленького автомобиля он пересел на Волгу. Вот для вас, кстати, сравнение. Можно купить Волгу за 300 тысяч там, и купить такой автомобиль. Я посмотрел бюджет таких автомобилей там, от 150 до 500, кто во что гораст. Итак, ну такой кузов хэтчбэк, во-первых, практически нет. Во-вторых, это реально иномарка, я повторюсь. Она управляется намного комфортнее, чем Волга. И, ну, ездить, конечно, мне не так комфортно, как в Волге. Не базара ноль. Волга — это бизнес-класс. Но Волга корова, кто ездил, тот знает. А это передний привод. Зимой это кайф.
Пишите, звоните, всегда вам буду рад. Пишите в комментариях, что бы вы хотели, чтобы я снял. Итак, этот автомобиль, повторюсь, 1.5. Одна подушка безопасности, кстати, даже она есть. Нет, к сожалению, АБС. 1.5 опелевский мотор, гидроусилитель. В принципе, целая тачка, не гнилая, ничего. Там есть маленькие рыжики, только начинается, но это фигня. Даже стоит автозапуск, который нужно просто нормально настроить и починить. Вот, и, собственно говоря, весь обзор, он будет короткий, небольшой, потому что, ну, рассказать особо про автомобиль нечего. Про историю его, я думаю, нет смысла, потому что каждый знает, что такое ЗАЗ, кто такая Таврия и так далее. Всех благ, с вами был канал Грузин на Марсе. Подписывайтесь, пишите комментарии, буду очень рад вас видеть. Не болейте, друзья. Пока.